Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли и что ждать сегодня до конца вечерней сессии. Так, ну, во-первых, VIX, индекс волатильности. Смотрите, здесь все-таки все больше и больше вероятности того, что мы получили разворотную формацию и отсюда будет инициация движения на 38. Вот. Но это еще может быть отменено в том случае, если пойдет пробой минимального значения 21,5. Когда это может быть? Это может быть, когда на следующей неделе еще раз заявят о том, что уже все готово, документы подготовлены, испытания пройдены и подадут на регистрацию, согласование еще одной вакцины. Вот здесь мы можем и получить по факту роста ВИКСа отбой, где-то от 26, может быть 28, и возврат на тестирование на пробой 21,5. Вот. Ну а так здесь в чистом виде разворотная формация с целью движения на 38. Дневной график VIX. Так, ну далее наш дорогой любимый S&P 500 SFD на фьючерс. Ну смотрите, здесь мы тестируем 3550. Вот этот уровень, он достаточно важный. Если он будет пробит и пойдет закрепление под ним, то можно ожидать, что в ближайшее время развернется движение в район 3420-3400. Вот как только здесь будет пробой и закрепление, мы сразу увидим просадку Америки, ну и всего остального мира следом. Однако, обращаю внимание, если сегодня-завтра вот это пробитие не происходит, то вероятно отсюда мы получаем отскок, и этот отскок пойдет тестировать 3640, вот эту верхнюю границу. Так, далее DAX. Но DAX сегодня закрылся, по сути, в проторговке. Небольшая просадка, ничего такого страшного нету. Ну, точнее, она как бы порядка 1%, но вот здесь, видите, консолидация. Пока мы эту консолидацию не пробили и не закрепились, оно все идет в рамках игры туда-сюда, от верхних нижних границ. Вот если здесь произойдет пробой, и мы начнем торговаться в районе 12 950, то в ближайшее время вполне как бы может образоваться и движение до 12 400. Но смотрите, сейчас по сути у нас происходит вакцинное ралли. Раньше это было новогоднее ралли, теперь вакцинное ралли. И уже как бы сформировалась такая традиция, каждую неделю достают какую-то новую вакцину. На прошлой неделе Pfizer, на этой неделе следующая Moderna. Вот AstraZeneca маякнула, возможно, на следующей неделе они документы будут подавать. И еще будет один удар и движение наверх. Так, друзья, далее индекс доллара, 4-часовой таймфрейм. Что примечательно, здесь произошел разворот. Вопрос только в том, закрепится разворот или не закрепится. Закрепится он в том случае, если вот эта проторговочка, которая здесь началась, она приведет к пробою 92,6. И к тому, что будет торговаться выше 92,6, 1-2 дня. Если такое происходит, то мы в обозримом будущем, завтра или уже в понедельник, во вторник, можем увидеть отсюда движение, цель которого будет 93, вот сюда вот. Ну а там, глядишь, и тестирование на пробой 93,1. Вот, соответственно, эта конструкция, она не сработает. Если будет пробитие 92,4, тогда мы получаем отсюда уход и провал на 92,3. Вот сюда, в этот диапазон. Текущая конструкция, вот как это здесь произошло, указывает на то, что все-таки более вероятность движения наверх. Так, друзья, дальше давайте индекс РТС еще раз посмотрим. Вот эта картина, которая возникает, что-то мне не очень она нравится, потому как она указывает на то, что здесь все-таки с высокой степенью вероятности произошел отбой и сейчас формируется разворот. Подтверждением разворота будет тот факт, что произойдет пробитие вот этой нижней границы. Если такое происходит, то первый шаг это перемещение сюда и потом дальнейшее проседание. Но 4-часовой таймфрейм пока не дает такого четкого сигнала на разворот. Да, здесь вот эта формация, она вполне может трактоваться как разворотная, но чем дольше мы находимся выше 1250, в этом диапазоне, тем больше вероятность того, что эта разворотная формация не срабатывает, и мы будем пытаться тестировать на пробой 1276 и уйти повыше. Ну и соответственно фьючерс на РТС это вот это значение, умноженное
на 1000 и плюс там какое-то небольшое, как правило, сверху значение. Так, ну и вот часовик, здесь по сути залегли в боковик, и какое-то движение будет либо если пробитие 1266, либо пробитие 1250. Но вот на текущий момент вот это движение, которое здесь вот пошло с 1251, оно свою траекторию не завершило. То есть оно должно прийти на 1278. Это наиболее вероятный сценарий. А дальше здесь будет либо отбой и просадочка, либо мы здесь закрепимся и уже по-нормальному пойдет новогодние ралли и рост. Так, вот индекс ММВБ, давно мы его не смотрели. Вот, что здесь могу сказать? По месячному таймфрейму у нас еще есть возможность для движения наверх, отработка вот этой цели. Но недельный таймфрейм указывает на то, что мы можем вот уже от этих значений развернуться и достаточно ощутимо скорректироваться с целью движения вот сюда, вот 2920-2900, вот сюда, в этот диапазон. Ну и, собственно говоря, дневной таймфрейм, здесь у нас осталось пробить вот этот диапазон и сходить на 3000. Вот отсюда, если будет движение на 3000 и не пойдет сразу же пробой 2980, то здесь у нас возникнет консолидация, и мы отсюда будем пытаться отскочить и расти. Вот. Но все-таки по дневкам здесь, ну, можно сказать, что с большей степенью вероятности разворотная формация, и цель ее отсюда ухода, движения, это сначала 3000 и потом возврат вот сюда к красной линии 2850. Опять же, если на следующей неделе опять начинается история с вакциной, с подачей там документов на регистрацию, мы можем увидеть либо от текущих значений, либо от 3000 отскок и движения на пробитие 3090 и уход на исторический хай новый. Так, ну вот немножко давайте отвлечемся на календарик. Сегодня вышли такие очень интересные данные статистические. Первичные заявки на получение пособий по безработице вышли больше, чем это планировалось и чем были предыдущие значения, причем ощутимо больше. Да, здесь может быть техническая погрешность, которая связана с особенностью учета подаваемых заявлений. То есть, в принципе, по факту корректировки, пересмотра она может стать и меньше. Но тревожно другое, что произошло превышение этого значения на фоне того, что растут продажи недвижимости на вторичном рынке. То есть видите, как здесь получается, ну фактически это очень напоминает движение на излете. Когда начинает подтапливать безработица на фоне того, что развивается новая волна коронакризиса, и при этом ну, каких-то заоблачных значений начинают достигать продажи на рынке недвижимости. Там, вторичном ли, первичном ли, это не суть важно. И вот это в принципе может свидетельствовать о том, что мы находимся где-то вблизи той точки, когда может нехило отрикошетить и обвалить. Но на текущий момент, судя по всему, на рынке такая тенденция постоянно вытаскивать вакцины или какие-то новости, и рынок подтаскивать наверх. Вот. Но поэтому здесь, я думаю, все-таки высока вероятность того, что до Рождества, до Нового года вот это состояние такое некромантерское, зомбоподобное, его будут поддерживать. Такой зомбоподобный рост. Вот. А основные ключевые события постараются перенести на следующий год. Вот. Я думаю, там даже, возможно, успешно протянут до апреля месяца. Вот в апреле там реально начнется заваруха по ряду причин. Так, ну вот на текущий момент, то есть все признаки того, что движение вот это по росту, оно ну как-то начинает выдыхаться или стагнировать, исходя из того, что эти показатели идут в разнобой. Так, ну давайте финансы еще посмотрим, какие тут новости по России-то. Так, Госдуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook. Чебурнет. Вот, но я все-таки надеюсь, что эта инициатива, она провалится. Так, ближайший союзник Саудовской Аравии грозит выйти из ОПЕК. Ну, вот это, конечно, серьезная вещь, потому что тогда количество степеней свободы в плане переговоров будет ограничено по сокращению добычи. Но есть и другой момент. С моей точки зрения, само это предприятие ОПЕК, ОПЕК+, оно уже ну, недалеко, скажем так, если не до логического завершения, то до того момента, когда оно уже не будет играть
никакую существенную роль, потому что если стагнирует спрос на нефть, ну что она может делать? Только постоянно сокращать. Так, друзья, далее нефть. Ну смотрите, вот мы сейчас пришли на важный такой диапазон, уровень. Вот здесь либо у нас будет накопление, либо мы в ближайшее время пробиваем 43,9, 43,8 и уходим отсюда сначала на 43,7, ну совсем махонький ход. И цель движения сначала 43,57, потом 43,3, 43,2. Вот сюда вот этот диапазон. Ну а если сейчас в ближайшее время вот этого пробоя не происходит, то мы здесь набираем селенок, и отсюда у нас развивается движение. Первая цель сюда, вторая цель вот сюда вот. Так, золото. Вот по золоту интересная картина, потому что золото, оно перешло вот это вот в нижнеграничный диапазон 1860-1855. Было несколько ложных пробоев, вот, но на текущий момент здесь сформировалась картина, которая указывает на то, что вполне возможен сейчас как минимум коррекционный отскок. Цель этого коррекционного отскока находится вот здесь вот на 1872. Это произойдет сейчас, вот если начнется движение и будет пробито 1863. Вот 1863 здесь демаркационная линия, которая при пробитии приведет к тому, что высока вероятность взять в пределах 8-10 долларов вот это движение. Так, ну здесь по сути стопы собрали. Вот, хотя чем чаще мы сюда возвращаемся, тем больше вероятность того, что оно уже на следующей неделе будет на 1815. Вот, но пока его, видите, продавливают, собирают стопы, и дальше оно так или иначе отскакивает. Вот, пока что идет локально тренд на снижение, но этот тренд в любой момент будет подвергаться отскокам. Вот сейчас я думаю, что на 1872 мы все-таки отскочим и сходим либо сегодня, либо завтра. Так, друзья, далее рубль-доллар. Дневной таймфрейм USD Tomorrow. Но смотрите, здесь у нас по сути 76 устоял. То есть движение вниз, оно развитие не получило на укрепление рубля. Ну сейчас у нас здесь классика, разворотная формация и движение. Вот этот сильный уровень 77.35, вот он пойдет наиболее вероятно в ближайшее время к этому уровню. Не пойдет он сюда в том случае, если будет существенный рост цен на нефть. На следующей неделе заявят о том, что не одну вакцину согласовали, а сразу 2 или 3. Тогда, я думаю, нефть улетит на 60, ну а рубль-доллар пойдет сначала на 75 и потом. Вот здесь вот есть давнишняя цель, диапазон 72,8, 73,2. Вот. Ну, конечно, это звучит немножко фантастично, но чем ближе к Рождеству, тем больше сюрпризов. Вот. Ну, ладно, это все шутки шутками. Сейчас на текущий момент, я думаю, что мы вот эту неделю в диапазоне 76, 77,15 будем. Ну и сейчас, судя по всему, вечером, если не пойдет движение на 76,2 пробитие, то отсюда мы, скорее всего, закроемся где-нибудь на 76,5. Если 76,2 все-таки пробьем, то у нас есть цель движения, которая находится вот здесь, в районе 75,85. Ну, как бы текущая раскладка, которая здесь происходит, указывает на то, что больше вероятность движения на 76,5. Это что касается рубль-доллар. Но смотрите, на вечерке рубль-евро я не рассматриваю по той простой причине, что он как бы не ликвиден. И я вот могу по себе сказать, то есть лучше на вечерней сессии его не трогать. Но у нас есть другая интересная штучка, называется евро-доллар. Вот здесь удержали 1815, ну 1,815, вот это значение, его не пробили. И сейчас здесь формируется разворот. Цель этого разворота движение 1,1879. Вот сюда вот на это значение. Вот. Если сейчас все-таки пойдет откат и пробитие этого диапазона, то здесь алягер кум алягер. Мы уходим вот сюда на 1,1790, точнее вот в этот диапазон. Пока здесь больше факторов указывает на то, что вот разворот и торпеда в районе 1,1880. Но здесь на самом деле 1879. Вот, она, скорее всего, когда дойдет, она потом пойдет тестировать
Сначала 1,1895 и потом вот это вот локальный хай, который возник. То есть в целом здесь достаточно позитивная ситуация по евро. Я так предполагаю, что сегодня оно порастет. Ну если не сегодня, то тогда, наверное, завтра с утра. Вот. Но тоже надо помнить, что это рынок, здесь нету вероятности 100%. В лучшем случае, если 75%, то это очень, это просто прекрасно. Все, друзья, спасибо за внимание. А вот тут мне написали, что надо еще Amazon посмотреть. Давайте Amazon посмотрим. Так, ну вот недельный таймфрейм Amazon. Как бы первое, что приходит на ум, это бриллиант. Фигура бриллиант, она приводит к движению в случае пробоя. И цель этого пробоя движение вот сюда, вот на 2450. Данное движение реализуется в случае пробоя 2970-2980 вот этого значения. Так, но дневной график здесь не такой негативный. Здесь по сути сейчас формируется движение, и цель этого движения сходить на 3260, вот сюда, к этому значению. Какие есть негативные моменты в деятельности этой компании? Это воздействие регулирующих органов американских, и особенно Евросоюз точит зубы на эту компанию. Вот, поскольку по сути это является монополистом в западном полушарии, и европейцы, они очень не любят монополистов, они очень люто их рубят на куски. Вот, поэтому в среднесрочной перспективе у этой компании есть, скажем так, масса возможностей получить негатив. Сначала в Соединенных Штатах, поскольку она тоже находится на карандаше, так же как Google, Apple, и потом следом, наверное, европейцы за нее возьмутся. И в силу этих причин вот у этой компании могут быть сильные порывы движения вниз. Ну, как бы ситуация вполне очевидна, что чем дольше продолжается вот эта ситуация, сначала корона-кризис, потом переход на новую экономику, которая онлайн по сути, тем эта компания, она в большей степени будет являться бенефициаром. Это абсолютно справедливо. У нее по логике вещей должен расти и денежный поток, и чистая прибыль. Но есть ряд моментов. Во-первых, надо четко понимать, что правительство, особенно в западном полушарии, за счет всей этой ситуации, ну и как бы в России само собой, но Россия это отдельный мир, отдельная проекция мира, точнее даже, недополучают налоги. Зато появились сектора, которые очень прекрасно функционируют и которые, ну, по мнению, скажем так, многих чиновников, конгрессменов и так далее, недоплачивают налогов. И вот как раз эти компании, это и есть то, что связано с новой экономикой. Доставка, интернет и так далее. И поэтому здесь будет, наверное, я так предполагаю, воздействие в двух ипостасях. Первое, это как-то ее попытаться подробить или законодательно зарегулировать ее деятельность. И с другой стороны, это вводить всевозможные налоги, поборы и так далее. Поэтому, несмотря на, скажем так, кажущуюся интересность и перспективность этой компании, с ней могут достаточно сурово обходиться западные регуляторы. Особенно как бы этим грешат европейские регуляторы, хотя американцы тоже могут подпридавить столь прыткую компанию. Но опять же, тут немножко разная мотивация идет. То есть в Соединенных Штатах считают, что их всех надо придавить, вот эти большие компании, Google, Apple, Amazon, Facebook, потому что они мешают развиваться новым и талантливым компаниям. Они как бы монополисты, они захватили, они душат и мешают людям получать более качественные услуги за счет роста других и развития. И Америка, она как раз этим и сильна, что она все сводит к практически идеальной конкуренции, ну, по крайней мере, стремится. В Европе там немножко другой подход, там считают, что, во-первых, это не наше, ну и правильно, оно же американское. И с другой стороны, ну, как бы считают, что права людей ущемляет такой монополист, такой огромный гигант, который вот он пришел и свои правила диктует. Вот. И, ну, все-таки европейский регулятор, он немножко, насколько мне известно, помедленнее работает. Американцы, они-то могут быстро под все это дело покромсать. Тем более, ну, скажем так, ищут демократы
на ком начать тестировать свои новые демократические подходы по факту прихода президента-демократа. И как раз как бы вот вся эта ситуация с Ван-Магом, она может к обоюдному согласию демократов и республиканцев сложиться таким образом, что будут драконить эти компании. Вот. Ну а если американцы решительно это начнут делать, то я думаю, европейцы, они тут же к этому процессу подключатся. И здесь риск такой, что несмотря на кажущуюся перспективность, вполне как бы естественную и резонную, на среднесрочной перспективе можем увидеть значительную просадку Амазона и Гугла. Ну, как бы Apple тоже в меньшей степени. Все-таки, я думаю, основное вот это давление, оно придется именно на Google и на Amazon. Так, но я вот сразу от недельного перехожу на 4-часовой, потому что дневка, она мне никакую информацию не сообщает, к сожалению, увы и ах. Какой вывод я могу сделать из 4-часового таймфрейма? Но здесь достаточно высока вероятность, что из вот этого значения 3100 отсюда пойдет импульс движения, и цель этого импульса движения будет сходить, ну, для начала вот сюда 3320, и потом, возможно, будет даже задерка вот сюда в район 3450. Ну, вот это более такая долгосрочная перспектива. Вот, и здесь, я думаю, в ближайшее время, если мы 3060 не пробиваем по ней и не уходим ниже, то вот отсюда сформируется весьма вероятно отскок. Цель этого отскока будет 3300-3320. Вот сюда вот это вот диапазончик сходить и отработать. Дальше, если здесь происходит закрепление в этом диапазоне, то отсюда наиболее вероятно сформируется следующий импульс движения, цель которого будет 3450, вот сюда. Соответственно, если мы отсюда пробиваем диапазон, который ограничен 3050, 3040 даже, 3040, вот, то, соответственно, здесь развивается импульс движения, цель которого будет потестить 2950. В целом бумага на, скажем так, спекуляции внутри нескольких дней, она достаточно интересно выглядит и дает хорошие возможности. Но что касается среднего срока, я думаю, ей могут уши прикрутить и американские регуляторы, и европейские. Насчет долгосрочных перспектив, ну смотрите, здесь, конечно, можно предположить, что с учетом развитости этой компании у нее колоссальное шикарное будущее, она будет расти и расти. Но надо четко понимать, что по сути сейчас технологии будут меняться очень быстро. И, соответственно, вот это регулирование, которое сейчас будут вводить американцы и европейцы, оно будет сводиться к тому, чтобы появились новые компании, которые оттеснили вот этих, по мнению регуляторов, паразитов, которые мешают развиваться другим бизнесам. Вот. И, соответственно, такая ситуация, увеличение конкуренции, оно в долгосрочной перспективе, наверное, ослабит показатели Амазона. И здесь, наверное, все-таки как бы не получилось такой ситуации, что те значения, которые мы видели, это исторические хаи. Потому как законодательные инициативы будут способствовать тому, что компания ослабла и появились конкуренты. Вот. И с другой стороны, смена, скажем так, особенностей технологических, компания вполне может прозевать. В свое время так прозевал Kodak и Xerox. Вот. И все люди, все обладают определенным видением и тоже могут эту возможность пропустить. Вот. На долгий срок я бы ее не рассматривал. На средний срок, то есть диапазон там полгода-год, она вполне может отвалиться достаточно сильно. Да, там на фоне рождественского ралли ее могут утащить наверх, там выше исторических хаев, которые здесь были достигнуты. Но я бы на это ставку все-таки не делал, потому что это движение, оно, такое, скажем так, по большей части импульсивное и произвольное. Вот. Хотя, если вот 4-часовой график смотреть, у нее на ближайшую перспективу, то есть дни, недели, вполне может сформироваться импульс на отработку 3500. То есть здесь есть все предпосылки для этого движения. Но с моей точки зрения делать на эту ставку достаточно рискованно. И надо отдавать себе отчет, что, во-первых, этого может не быть.
Во-вторых, по факту достижения этого значения сразу может пойти очень сильный откат вниз. Вот такое мое видение по Амазону. Все, друзья, спасибо за внимание.